20 лет назад, если у вас был Samsung с 15-голосной полифонией, вы были круче всех в классе. С тех пор техника шагнула так далеко вперед, что простой потребитель за ней не всегда поспевает. Вспоминаем изобретения прошлого, которые казались невероятным прогрессом, а сейчас выглядят попросту странно. Роликовые коньки с бензиновым двигателем. На фото буквально запечатлен дух эпохи камевояжер с аккуратным дипломатом заправляет бензином свои моторизованные роликовые коньки. Снимок сделан в 1961 году в Калифорнии. Эта штука кажется предвестником всех гироскутеров и моноколес, на которых предпочитают передвигаться курьеры-люди настолько же знаковые для 2020, как продажники для 1960-х. Первые моторизованные коньки появились в 1912 году, а через полвека их усовершенствовали, добавив бензиновый двигатель, систему воздушного охлаждения и ручной привод. Кстати, ролики с двигателем выпускаются до сих пор, но работают они от аккумуляторов и не стесняют движения, двигатель спрятан внутри каждой обувки. Колесо для чтения 7 книг одновременно. До того, как человечество придумало электронные читалки на жидких чернилах, которые всегда помнят, на каком месте вы остановились, в каждой из 10.000 загруженных книг, любители литературы были вынуждены читать бумажные книги с обычными чернилами. Все их приходилось держать открытыми одновременно, и они были такими огромными, что на стол влезало не больше 3. Тогда библиотекари придумали специальное колесо, оно позволяло держать открытыми целых 7 книг одновременно. Если бы не книжные стеллажи вокруг, его можно было бы принять за пыточное приспособление или запчасть от мельницы. Одноколесный мотоцикл. Уноцикл, моноцикл, иначе говоря, одноколесный мотоцикл. История этого агрегата насчитывает 136 лет. Именно тогда появились первые изображения транспортного средства, состоящего из одного колеса, внутри которого, как в клетке, сидит путешественник. В 1920-х к устройству приделали мотор. За 100 лет запатентовали десятки этих устройств, одно из них мы видим на этом фото. Главными врагами водителя такого мотоцикла были инерция и гравитация. Инерция переворачивала его при резком торможении вверх тормашками, а гравитация норовила опрокинуть на бок на крутых поворотах. Крошечный узкоколейный поезд. Этот поезд на одного курсировал в Нью-Йоркском туннеле Холланд. Дорожные полицейские использовали вагончик, чтобы наблюдать за скоростью автомобильного потока, не мешая движению. Нарушителя они легко догоняли и на месте выписывали ему штраф. Сейчас в подземных тоннелях куда больше полос, а за порядком наблюдает через видеокамеру искусственный интеллект. Сколько дорожных полицейских лишились работы из-за этого изобретения? Автомобиль дела ХИ-175 Шрадстер. Этот люксовый автомобиль создали в единственном экземпляре для парижского автосалона 1940 года. Несмотря на претенциозный внешний вид, конструкция оставляла желать лучшего, например, он работал на ременной передаче, как мотокультиватор. Машину купил один из поклонников актрисы Дианы Дорс ей в подарок. Звезда экрана, которую даже поместили на обложку альбома Битлы, рассекала на машине с гордостью. Сейчас, когда главное в дизайне автомобиля надежность и обтекаемый корпус, а новенькая Тесла обещает 100 км в час с места, Родстер выглядит очень странно. RoboVac – самодвижущийся пылесос. В 1959 году между Советским Союзом и Америкой была в разгаре конфронтация. Тогда американцы должны были поразить советских граждан достижениями техники. Они и сделали это на Международном экспо, продемонстрировали чудо-кухню будущего. Правда, через много лет представитель Фхерпаул рассказал, что в чудо-кухне все управлялось через систему скрытых рычагов из-за двойного зеркала. А жаль, робот-пылесос, похожий на маленький Кадиллак, выглядит очень мило. Телевизор Пхилцо Предитста. Этот телевизор с несколько странным дизайном для своего времени был настоящим прорывом. ЛТ-трубка, которая преобразует электрический сигнал в изображение, располагалась не позади экрана, как у других, громоздких моделей. Она была спрятана в отдельный бокс и присоединена проводами, что позволяло, во-первых, сделать компактный поворотный экран, во-вторых, управлять телевизором на расстоянии. Телевизор появился в 1958 году, через год Америка впервые посмотрела по нему конкурс красоты «Мисс Америка», а еще через год компания разорилась. Победили пульты дистанционного управления, а ЛТ постепенно канули в лету, уступив место жидкокристаллическим мониторам. Портативный радиотелефон Motorola. На этом фото вице-президент бренда демонстрирует первый по-настоящему мобильный телефон. Конечно, это был колоссальный прогресс по сравнению с телефонами-автоматами, которые постоянно ломались, требовали монетки определенного номинала и были попросту неудобными. Это был шаг вперед даже по сравнению с первыми радиотелефонами, которые работали от автомобильного аккумулятора. Но все равно, стоимость и размер этих агрегатов делали их доступным немногим.
Десятки лет прогресс шел по пути уменьшения размеров мобильных телефонов, а потом пошел в обратную сторону, и новые смартфоны всегда больше предыдущих. И вот уже последние модели не влезают в карман и плохо лежат в ладони. Рельсовый цепелин. Начало 20 века было временем больших технических экспериментов. Одним из странных продуктов этого времени стал рельсовый цепелин, что-то вроде дирижабля, поставленного на колеса. Машина была сделана из алюминиевого корпуса, обтянутого парусиной, и вмещала до 40 пассажиров. Сзади располагался открытый винт, а работал поезд на бензиновом двигателе. Несмотря на то, что цепелин был первым железнодорожным транспортом, который разогнался до 200 км в час, в массовое производство машина не попала. Открытый винт на пассажирских платформах был слишком опасен, бензиновый двигатель и тканевая обшивка давали огромный риск пожара. К нему было очень сложно цеплять дополнительные вагоны, а на крутых подъемах двигатель просто глох. Телефонная башня в Стокгольме. В 1880-х на 1000 жителей шведской столицы приходилось по 22 телефона. В то же время в Берлине телефон имели только 0,3% жителей, в Лондоне и Париже и того меньше. Чтобы управлять всей этой паутиной сетей, в 1887 году была построена телефонная башня. Это была главная городская достопримечательность, ее было видно из любой точки города. Башня соединяла 5000 телефонных линий, пока провода не перенесли под землю. Все же у этого изящного строения был шанс стать столь же известным, как Эйфелева башня. К сожалению, в 1952 году здесь случился сильный пожар, башня пострадала и ее решили снести. Тонкий телевизор. Телевизор всего 10 сантиметров толщиной с таймером для записи телепередач продемонстрировали ошеломленной публике в Иллинойсе 21 июня 1961 года. Правда, технологии того времени не позволяли сделать экран настолько тонкий, поэтому специалисты считают, что на фото всего лишь наглядная модель, призванная привлекать внимание и демонстрировать, что компания ориентирована в будущее. И если телеэкран выглядит достаточно прогрессивно, то машина, ответственная за запись телепередач, по-настоящему нелепая, даже по сравнению с первыми видаками. Каталог отпечатков ФБР. Да, на фото не каталог Национальной библиотеки, а архив отпечатков пальцев ФБР. Снимок сделан в 1944 году. До появления персональных компьютеров отпечатки пальцев сравнивали вручную, сначала их разделяли на категории по глобальным признакам типа узора, которые создают две наибольшие линии, а потом разделяли на подкатегории по локальным признакам. После этого сравнивали оставшиеся отпечатки с образцом. Кстати, считается, что отпечатки пальцев уникальны на 100%, но ученые пока не нашли ни доказательств, ни опровержения этой теории. Сейчас отпечаток с базой за доли секунд сравнивает компьютер. А в ближайшем будущем американских военных обещают снабдить приложениями на смартфон, которое будет сканировать отпечатки пальцев и сетчатку глаза и сравнивать их с базой из любой точки мира. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.